Дорогие друзья, добро пожаловать на второй выпуск подкаста про Албанию, который называется «Это Албания, детка». И сегодняшний выпуск будет про особенности Албании, скажем так, те вещи, которые вас очень удивят по приезду в Албанию. И чтобы процесс этот удивления был не такой сильный и такой жесткий для вас, мы сегодня хотели как раз эти все моменты обсудить с ребятами. А у нас по-прежнему три человека на подкасте, собственно, я, Дима, естественно, себя нам первым представить, потом Майк и Катя. Мы втроем обсуждаем про Албанию, потому что мы имеем некоторый опыт жизни здесь и знакомы с особенностями. Итак, первая особенность, которую хотелось бы обсудить, это визы и ограниченное время пребывания и всякие особенности Шенгена. Про этот вопрос, я думаю, самый компетентный человек у нас будет Майк, который расскажет. Так вот, Майк, какие особенности все-таки являются в случае с пребыванием? Ну, если еще год назад мы могли приезжать в летний период в Албанию без виз, они для этого не требовались, они требовались только с октября по конец апреля, то сейчас для всех граждан России требуются дополнительные итерации с оформлением визы С-туризм, если у вас нет никакого документа, который позволяет пребывать на территории, например, шенгенской зоны без визового, да, ну или шенгенская виза у вас есть. Вот. Если этих всех документов нет, ну, сорян, идем и оплачиваем 30 евро за визу однократную, либо 50 евро за многократную визу. При этом визу необходимо ждать около 2 недель. И, соответственно, требуются определенные документы, пакеты. Он не такой большой, не такой сложный, но все-таки он есть, и это одна из первых особенностей, с которой сталкиваются те, кто приезжает в Албанию, А кто планирует приехать в сколько Албанию. человек может находиться по этой визе, когда он приезжает по ней? Он оформил, допустим, визу Э, С. Стандартное время пребывания, давайте возьмем граждан России, стандартное время пребывания 30 дней, которое доступно при оформлении электронной визы. А в среднем сейчас уже начали выдавать 90 дней. 90 дней пребывания на срок 90 дней. То есть ты можешь вот приехать и 90 дней находиться в Албании по своей визе. При этом еще одним условием и тоже особенностью является то, что в течение 180 дней ты можешь пребывать по визе С на территории Албании не более 90 дней. То есть через 90 дней ты берешь и едешь в какую-то другую страну, например, в Черногорию, где находишься еще 90 дней, только после этого берешь новую визу и возвращаешься обратно. Или в Вот Сербию, такая да. особенность, Мгм. да. Ну, или в Грецию, но если у тебя есть Шенген, у тебя та же самая будет процедура, 90 дней по шенгенской визе ты находишься на территории Албании, после этого ты выезжаешь из Албании, 90 дней путешествуешь по другим странам и возвращаешься снова в Албанию на следующие 90 дней. А, кстати, насчет Шенгена важный вопрос. Ты по Шенгену, мне кажется, должен сначала въехать в какую-то европейскую страну шенгенской зоны, сначала первую, чтобы открыть Шенген, а только после этого в Албанию. Или ты можешь Шенген сделать и непосредственно с этим Шенгеном не открытым заехать в Албанию? Вот интересный вопрос. Это стандартное условие. Если ты въезжаешь по шенгенской визе куда-либо, ты в любом случае должен сначала ее открыть. Она у тебя должна быть открыта. Желательно в той стране, которая тебе выдала эту визу, Ну, как потому бы что да. изначально мы всегда получаем визу в определенной стране шенгенской зоны, соответственно, и въехать по ней мы по-хорошему должны сначала в эту страну, а после этого уже мы можем. Плюсом несомненным является то, что так как Албания не входит в шенгенскую зону, дни Шенгена при нахождении в Албании никуда не исчезают, они у вас есть, и они не учитываются для расчета ваших дней пребывания в шенгенской зоне. Нашим слушателям ты посоветовал бы все-таки подаваться на Шенген сначала и пробовать, если дадут, или сразу на албанскую визу? Или чтобы как бы получить оба варианта сразу? Если вы не планируете из Албании выезжать в шенгенскую зону, достаточно получить просто визу С, потому что с визой С в Албании, приезжая в Албанию, вы можете безвизово приехать в Черногорию, посетить Сербию, другие безвизовые страны для россиян, которые рядом находятся. Но вот Мгм. если вы планируете поехать в Грецию, например, в Грецию из Саранды, в Италию, там, из Влёры Дуруса на паромах, то welcome, получаем дополнительно еще и шенгенскую визу. Тут еще прикол с визами и с Шенгеном и прочим, что пошли большое количество слухов, что можно просто приехать чуть не с паспортом, каким-то договором
договором о работе в IT-сфере, якобы люди могут приехать и сразу автоматом без проблем заехать в страну. Вот по этому поводу можешь пару слов сказать? Могу сказать пару слов по этому поводу. В ближайшее время, возможно, будут приняты какие-то изменения в законодательстве, которые действительно позволят так въезжать IT-специалистам. На текущий момент законодательство говорит о том, что все, кто приезжают, должны получать визу, либо иметь другой сопроводительный документ, позволяющий законно пребывать на территории Албании. Без визы, без дополнительного какого-то документа пребывать гражданам России, например, да, на территории Албании не получится. Да, это Если у вас нет ВНЖ, если у вас нет ВНЖ Албании или уже не получено гражданство Албании. важный момент, что да, все зависит от вашего гражданства, дорогие слушатели. Если у вас гражданство другой страны, скажем, Украины, либо американское, либо еще какое-то европейское, то, скорее всего, условия въезда в Албанию будут гораздо более простые. Так что, конечно, можно еще одно гражданство получить, но не факт, что это проще будет, чем непосредственно оформление либо Шенгена, либо какой-то визы, кто его знает. Кому удобнее пользоваться русскоязычными сайтами, могут зайти на сайт посольства Албании в Москве, и там есть ссылочка на весь перечень стран и требования к тому, какие документы для въезда в Албанию каждому из национальностей, каждой из гражданам каждой страны нужны. Там все четко указано, расписано, поэтому вот граждане Казахстана могут, например, 90 дней пребывать на территории Албании, а граждане Беларуси тоже 90 дней, но с выездом по 30 дней, причем 90 дней в году всего, в отличие от россиян, которые могут здесь быть 90 дней в 180. А для граждан Украины открыт безвизовый въезд и действует программа защиты на 2 года. Дальше, я думаю, что тоже будут продлять, если конфликт, война, которая сейчас идет, она не прекратится, не изменится. Да, да, насчет украинцев, да, я у меня с другом общался, он как бы просто заезжал по документу, и все, 2 года спокойно может находиться, да, это правда. Реально такая программа действует. У меня следующий вопрос, наверное, теперь уже к вам, Дима, и к тебе, Катюша. Скажите, пожалуйста, вот если следующий вопрос наш с вами обсуждать, сертификаты. Мы же все владеем недвижимостью. Кто, сколько времени у кого заняло получение сертификата на недвижимость? Тьфу-тьфу-тьфу, но вот четко соблюдение сроков буквально с самого первого дня по всем моментам. То есть начиная от заключения сделки, получения сертификата, получения всех документов, ПНЖ, то есть визы Д, я всегда укладывалась вот во все четко оговоренные законом сроки. Но я понимаю, судя по рассказам и по обсуждениям этой темы в чате, мой случай скорее исключение, чем правило. Сертификат я получила ровно через месяц после того, как была, да, заключена сделка, после подписания договора, собственно говоря. Да. Деньги я перечислила буквально в течение недели на счет нотариуса. Говоря про, опять же, переключаясь на меня, теперь насчет сертификата, хочу сказать, что у меня тоже, в принципе, не такой плохой опыт, хотя стал такой более проблематичный, так или иначе, потому что, да, перевод денег занял не так много времени, и я очень сильно вспотел, конечно, когда переводил там по свифту деньги в Албанию, я там думал, господи, дойдет, не дойдет, потому что там столько, там несколько разных банков всю эту оплату производят, да, то есть несколько банков-посредников, и поэтому платеж там идет не очень тривиально. И если вы думаете, что, допустим, можно будет по номеру IBAN перевести, вот, то, скорее всего, это не сработает, нужно будет по свифту. То есть у меня выбор был между двумя опциями. Только по свифту сработал перевод. Но это, кстати, просто перевод денег. Хорошо. Это первое. Насчет сертификата. Сам сертификат занял буквально получение недели 2-3, насколько я помню. В прошлом году было, в 2022. То есть тоже, в принципе, недолгий срок, но сам процесс получения сертификата меня удивил. У нас... Опять, что ли? Ну что, еще одной особенностью Албании является то, что периодически выключается свет. Ребят, задолбало, если честно. Вот настолько неожиданная, настолько неприятная эта история, что я бы, наверное, всем, кто еще не был в Албании, кто планирует сюда приезжать, предложил быть готовыми к тому,
что свет будет отключаться. Если у вас есть какая-то техника, которая очень чувствительна к отключениям и включениям электричества, позаботьтесь об этом заранее, подумайте, как ее обезопасить, что сделать, потому что, ну вот, например, сейчас в прямом эфире мы были, и у нас Отрубился отключился. интернет, да, и модем, и все вообще. Просто отключился свет, просто все пропало, все хорошо, что есть мобильные телефоны, с которых можно переподключиться и работать дальше, но это особенность Албании, которая очень сильно раздражает. И вот Да, да. бывают дни, Yes, она бывает, папа. И, бывают дни, когда, конечно, это все работает и ничего не отключается. Ну, черт возьми, это происходит постоянно, и я не могу об этом не сказать, если мы уже говорим о тех особенностях, да, которые да. вы должны знать. Причем самое страшное будет, если свет отключится, когда вы находитесь, допустим, в лифте, просто застрянете в лифте и все, никаких там дополнительных источников бесперебойного питания нет. То есть просто застрянете и будете, не знаю, кого звать, просто кричать, наверное, будете. То есть очень плохой опыт. И, не знаю, у меня, слава богу, не было, но страшно. У друзей Вот было. еще почему я радуюсь, что у меня дом без лифта. Да, да. Кстати, Ребятки, возвращаясь потихоньку к сертификатам, что хотел сказать, что у меня проблема была главная две, собственно говоря. То, что первое, в сертификате написано было имя и отчество вместо фамилии, то есть фамилия не была указана. Настолько как бы вот проблематично было, что они говорят, у меня просто поля нет там третьего для отчества, для чего. Я говорю, ну напиши фамилию. Он говорит, нет, говорю, у тебя идет сначала имя, потом отчество, значит, я обязан написать вот именно вот так, в этом порядке. Я такой просто развел руками, просто поругался, не знаю. Она такая, ну что ты мне тут ругаешься? Все. С нотариусом как бы разговоры обычно такие. Нотариусы есть боги, нотариусы есть номер один, и с нотариусами спорить бесполезно, они выше всех здесь. А второй момент, что даже когда уже все было готово, когда сертификат был готов, я ходил буквально вот так на коленках, не знаю, ползал перед нотариусом, дайте, пожалуйста, сертификат, где он у вас? Потом мне приходит имейл какой-то с неизвестного адреса, там, в папку спам ушел, называется сертификат на квартиру, и там какие-то еще бумажки и сертификаты. Такой, ну, спасибо. Вот. И я, конечно, этот момент был, который очень сильно меня жестко расстроил в этой стране, если честно, очень, как бы, с самого начала это не заладилось. Вот поэтому вот мой опыт с сертификатами такой. Но сам сертификат пришел через 2-3 недели. То есть, в принципе, ну, вопросов нет. Возвращаю обратно к тебе, Майк. Какой у тебя опыт был Миша, а с у тебя что сертификатами? было с сертификатом? Я сертификат в прошлом году получил достаточно быстро, но это не типовая история, потому что сейчас, например, с лета перешла система кадастровая на электронный учет, прием в кадастровых офисах практически не ведется, все нужно делать через электронную систему, и в связи с этим и в связи с тем, что албанское правительство борется с коррупцией на местах, и, соответственно, изменяет регламенты и процедуры, некоторые сертификаты, это очень часто, кстати, мы слышим в чатах, в различных чатах, и русскоязычных, и не только, 3-4 месяца можно ждать сертификат. Это та особенность, на которую повлиять возможно, да, выбирая качественного риэлтора, правильного нотариуса и так далее. Но даже эти люди дальше, когда запрос уходит в кадастр на получение оформления права собственности, ничего не могут сделать. Друзья, у Майка возникли некоторые технические проблемы с интернетом, поэтому мы пока продолжаем с Катей общаться по поводу Албании. Итак, следующий поинт, так сказать, важная вещь, которую мы хотели обсудить, это сервис. Сервис в Албании. И с сервисом в Албании есть некоторые особенности. Вот, Катя, как ты думаешь, какие особенности в Албании сервиса тебя особенно удивили? Все, что связано с сервисом. Это в Да, первую очередь отсутствие меню в летний сезон и, соответственно, отсутствие цен, фиксированных в этом меню на напитки. В основном этим страдают бары. И мало того, что ты не можешь определиться с выбором, если ты хочешь заказать какой-то коктейль, ты просто не понимаешь, а что вообще, а что вообще в этом баре делают, и какие у них есть там какие-то фирменные напитки или что-то еще. То есть ты должен вспоминать сам из головы что-то там выковыривать или просто ограничиваться тем, что ты спрашиваешь, там, есть белое вино в наличии или пиво, или как-то вот так. Мало того, что ты не можешь сделать выбор, так ты еще не знаешь, какая цена. Вот это первая история.
Я Во-вторых, думаю, я думаю, еще бы немножко разбавил в этом плане, что это особенность менталитета, и как бы немножко оправдывая все это, но в то же время, естественно, осуждаю, потому что я тоже не понимаю, для меня это был шоком. Особенность менталитета, которая заключается в том, что люди хотят, чтобы ты общался с хозяином заведения и спрашивал, допустим, вот есть такое, если есть такое. Хозяин заведения по-албански, по идее, должен хорошо рассказать, что есть такое, то есть такое общение. И просто после общения как бы вы и заказываете. Вот. Поэтому здесь много где нет меню, потому что они привыкли, что, первое, обычно напитки все одинаковые, допустим, это будет пиво одинаковое, там буквально два-три сорта, а потом раки, тоже там два-три сорта, и вино там белое и красное, и все. Поэтому выбора очень мало. Из-за этого, следовательно, меню и нет, как бы, если так в оправдании всего. Но это ни разу не оправдание, это очень такие неприятные вещи. Снова к тебе что-то хотел добавить еще. нет, по этому поводу я уже все сказала. Сервисы, ну, наверное, с доставкой здесь проблемы. Вот. И еще один мой поинт – это в последнее время у нас как раз бурно в русскоязычных чатах обсуждалась эта тема, что на всю Албанию не такой большой выбор мебельных центров, где можно было заказать, ну, не только мебель, а какую-то еще утварь для дома. Это всем известно здесь пресловутый Мегатек, который находится в Тиране. И позиционирует он себя как онлайн-магазин, но при всем при этом возникают периодически накладки, то с доставкой, то привезут недокомплект. Ну, то есть Кто вот каждый... перепутает заказ и вообще доставит не то, что... Да. И совершенно это считается нормальным, то есть, ну, правда, мне они пишут очень-очень вежливо, отвечают всегда по электронной почте. Извините, простите, что вот это вот случилось, но, тем не менее, бывают случаи, когда, ну, операторы на звонках или те, кто общается с клиентами, они не знают элементарных правил общения с людьми, то есть на как пишутся ответы на какие-то претензии или негативные отзывы. Вот. Ну, то есть здесь еще Да. этому предстоит учиться. Тут Очень еще много. я добавил, да, что профпригодность многих сотрудников везде вообще в Албании – это большая проблема. И, конечно, там разные факторы повлияли на это все, в том числе и прошлое социалистическое, коммунистическое, которое просто не учило работать с людьми. А во-вторых, просто сами по себе люди, вот они не пытаются что-то новое для себя выучить, узнать, и поэтому, допустим, нормальная ситуация, когда вы приходите в отель, и в отеле, допустим, оператор на ресепшене не знает, как пользоваться оплатой карты, скажем, скажет, я не знаю, платите наличкой. Ты там платишь наличкой, он скажет, ой, я не знаю, допустим, точную сумму, я позвоню на начальника, спросит начальника, нет, скажет, я пока не могу тебе что-то сделать, там, заселить тебя. Ключ, будет смотреть ключ, допустим, ключа не будет. Ну, вот так вот все по кругу, и развивается такой клубок больших проблем, связанных с тем, что люди просто, ну, не пытаются быть профессионалами в своей области. Просто нет профессионалов. Все абсолютно, так сказать, на расслабоне. Это очень сильно пугает и очень сильно неприятно. А касательно мебельных магазинов, я бы еще сказал тот факт, что, да, вот Катя правильно говорит, что буквально один-два магазина, которые все работают, вот. Но еще нет, допустим, и той же Икеи, нет таких больших магазинов, которые мы привыкли просто использовать. Не только в плане мебели, но и в плане электроники, в плане вообще всего. То есть нет магазинов, которые вот в нашем привычном понимании, не знаю, какие-то, допустим, в Германии это будет Мегамаркт, допустим, да, какой-нибудь большой магазин техники. В Албании будут все свои магазины, и цены на электронику будут на 30% больше, чем везде. И поэтому сервиса тоже никакого нет, гарантийного сервиса толком нет, тоже у меня были с ней трудности. То есть очень все в этом плане слегка баламутно, скажем так. Да, я связываю это с тем, что здесь очень низкие зарплаты, и отсутствует пока еще система сертификации, самое главное, в той ключевой сфере, которая, казалось бы, приносит основной доход в бюджет Албании, это туристическая сфера. И парадоксально, но в этой сфере пока они еще не дошли до того, чтобы сертифицироваться. То есть если это местные сетки, это, или это мини-отели, хостелы какие-то частные. Здесь они выезжают, конечно, на том, что ты лично общаешься с хозяином этого места. И тут уже вступает пресловутый человеческий фактор в игру, который, вот если хозяин классный, он понимает, что он оказывает сервис, что он работает с людьми, и в силу своей вот этой природной гостеприимности албанской, за счет этого они выезжают.
Но если уже речь идет о более-менее крупном среднем там отеле, в котором, ну, допустим, количество номеров больше, чем 10, условно говоря, Ага. то вы наверняка столкнетесь с тем, что ресепшионисты просто не будут даже знать стандартов работы, к которым привыкли все гости, путешествующие по Европе, по всему миру, и тем более в последнее время, условно говоря, у русскоязычных гостей, да, у нас у всех очень сильно выросла планка за последние несколько лет. В плане А, сервиса, да, да. Просто да, видели да, очень много да. опций И разных, да. мы предъявляем такие все-таки требования к сфере гостеприимства, которым Албания, к сожалению, не отвечает. Поэтому это надо просто иметь в виду и не обращать на это слишком большого внимания, просто получать удовольствие от самой поездки, а не иметь больших... Не фокусируйтесь на Да, сервисе, да, потому что да. сервис будет не очень Да, хороший. да, Да. не имейте каких-то больших ожиданий от там, отельного сервиса или ресторанного. Хотя ресторанный сервис от места к месту, надо сказать, разнится. И мне так показалось, вот поездивши по Албании, что самый такой не очень хороший опыт с этим связан, он как раз в нашей родной Влёре, да? Лёри, Почему да. я говорю в Которые нашей... очень, Потому что мы которые очень здесь. много едут, да, которые очень много людей Да, да, да. приезжают, и поэтому, как бы, да. Но все зависит от ресторана к ресторану, от места к месту, и да, Валера тоже наверняка поменяется, когда построят аэропорт, если его построят, надеюсь, его построят в следующем году, посмотрим. Пока что мое впечатление, что Саратов неплохой сервис, Тиране, так как столица, и вот в городе Погранец я был, на границе Македонии, тоже неплохой сервис. Вот, это, Ну, кстати, Ирак еще, Ирак. вообще все исторические места, где много европейцев, а их там действительно много, потому что все-таки мне показалось вот по последнему году, что больше приезжает албанцев домой из Европы именно покупаться в море, хотя и европейцев тоже много во Влёром, И они например. переделывают сервис получше, как возвращаешься с Италии Нет, какой-нибудь или с они Германии, еще да? пока как раз они-то как раз вот те люди, которые не предъявляют больших требований к сервису. А вот когда уже едешь на юг, там больше европейцев именно и туристов, и особенно в исторических местах, где архитектура и история, там вообще албанцев в качестве гостей, в качестве отдыхающих практически нет. И поэтому, естественно, европейцы, они диктуют определенный уровень и делают запрос на сервис с качеством повыше. Да, Вот да. поэтому в этих городах, да, в этих городах с сервисом все хорошо. Ты сказал по поводу чистоты моря, но ты не указала, как бы, когда ты говоришь про чистоту, нужно еще указывать про то, что чистота моря, она не всегда чистая на самом деле. Есть очень многие грязные места в этом море, и в том числе мы знаем во Влёре, это старый пляж, очень грязное место. Но Да. и в плане мусора, и проблем с мусором, к сожалению, Албания это очень Общее плохо. место, да, это албанское общее место. Это можно везде найти, во всех чатах, везде прочитать, что Албания, к сожалению, ну, это опять-таки разнится от города к городу, но Почти везде с мусором проблемы. Да, во Влёре это беда, в Дурсе, говорят, еще хуже Я с был в этим. Тиране, я был везде, во всех городах Албании, кроме, может быть, Бирата того же, хотя там тоже и Албания заметна в плане там плитка, как это положено, абы как, еще какие-то проблемы. Это, Албанские особенности, это да. как мы с тобой говорили, да, то есть ты идешь, реставрация, ты видишь, что все приведено в порядок, обязательно будет какая-нибудь фигня, выщербленная Да, плитка или яма да, да. посреди дороги, шикарно сделанная, вот она новая То есть, дорога, вот особенность новый Албании. фонтан, вышибленной плиткой, и вот. Или у меня был любимый случай, это когда, допустим, в отеле есть лифт, два лифта. Один просто лифт, готовый, все хорошо, а другой просто шахта пустая. И там, если просто вниз посмотришь, там пустота, ты можешь вниз улететь в эту шахту и просто разбиться. Вот. И просто шахта стоит, она открытая. Заходи не хочу. Ночью света не будет, ты провалишься и убьешься. К сожалению, такая большая проблема, что и сам, собственно говоря, я провалился в всякие там люки открытые, еще какие-то вещи. Такие ноги можно поломать и все. Вот. И так связывая с мусором, я хотел бы еще дополнительную тему так вот поговорить, это собаки и бездомные животные в целом. То есть с этим в Албании еще большая проблема, это бездомные животные. Учитывайте этот фактор, что укусить вас во Влёре могут за милую душу собаки, которые, скажем, в стае. Это особенно страшно, когда в стае собаки бегут за машинами, за велосипедами, за пешеходами.
Вот. У кого-то есть хороший опыт, у кого никто не кусал, но я так понимаю, что не у Причем всех. они оживляются к ночи. То есть днем Ночи. они спят и Да, да. отсыпаются. В ночи они оживляются, сбиваются в стаю, начинают бегать. И да, такие случаи бывают, к сожалению. Не Хорошо. часто, но да, такое происходит. Увы, такой есть, да. А у нас вернулся в наш эфир Майк. Мы немножко пообсуждали по вопросам сервиса, так что, может быть, вернемся к другим заметкам, которые мы сделали для нашего подкаста сегодняшнего. Вот, допустим, у нас есть такой момент про языковой барьер. Языковой Да. барьер. Майк, ты обозначил эту проблему как языковой барьер. У тебя реально языковой барьер с общением или что именно ты имел под этим пунктом, скажем так? Ну, давай начнем с простого, с обратного вопроса. Так вот, поступим. У меня вопрос. Легко ли вам общаться с местными жителями? Всегда ли Допустим. есть возможность, всегда ли есть возможность общаться на, например, элементарно английском языке или, может быть, на русском? Есть счастье, местные жители говорят на русском. То есть по этому вопросу, ну, примерно в половине случаев не получается сделать долгий разговор какой-то, только какие-то отдельные слова говоришь, какие-то фразы, и по этим фразам, допустим, чтобы что-то заказать или принять какой-то заказ, не знаю, что-то такое, да? То есть какие-то фразы отдельные. И в итоге, да, полноценного разговора не получается никак. Когда не получается по-английски, слава богу, что я знаю испанский, могу какие-то слова на испанском, потому что он похож на итальянский, поэтому могут понять меня. Вот и все. Если бы это, то вообще Катя, а у тебя полная. как? А у меня никаких проблем не Катя, а возникает у тебя... вообще. У меня не возникает проблем, потому что, ну, я не знаю, мне достаточно для того, чтобы сделать покупку в магазине, мне достаточно того словарного запаса, которым я обладаю. И, как правило, на кассе, вот в Авлере, я не знаю, как, конечно, в Дельвине и в Саранде, ну, в Саранде, я думаю, получше ситуация, в Дельвине, конечно, похуже, потому что, наверное, я предполагаю, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, вот. Но в Авлере, во всяком случае, в магазинах все девчонки говорят на английском языке. Ну вот на элементарном, на таком, то есть они понимают прекрасно, чего я от них хочу. Если, значит, я уже потихоньку начинаю тоже понимать, ну, числительные, там, задать вопрос какой-то элементарный на албанском, то есть мне вот хватает этого всего уровня. Собираюсь ли я учить албанский для того, чтобы в дальнейшем более свободно коммуницировать? Я пока не уверена, потому что, ну, это не из-за того, что я не понимаю необходимости, а из-за того, что я пока не знаю своих планов. То есть Еще что интересно, что очень часто можно просто набрать вопрос на Google Translate на русском языке, придет на албанский, просто показать с телефона, и они в основном понимают, как бы это, да, 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 да. может, если это уж так совсем плохо, да. Если у меня возникает необходимость общаться с, там, допустим, с дядьками, которые приходят делать ремонт или там сантехнику или электрику ремонтировать, некоторые из них говорят тоже по-английски, некоторые даже знают несколько слов там на русском языке, потому что до 50, вот все, кто старше 50 лет, они изучали русский язык в школе. Вот, то есть бывает такое, что даже тебе везет, ты попадаешь на человека, который что-то там можно сказать пару слов. Но если нужна какая-то очень специфическая, там, чтобы он мне объяснил что-то по детали, или я там какие-то вопросы задала, я пользуюсь Google транслейтором, и мне этого вот так хватает. Хорошо, теперь, Майк, возвращаясь обратно к тебе. Какие у тебя конкретно проблемы с языковым барьером, и что именно тебя вот триггерит, скажем так, в этом вопросе? Ну, я тебе могу сказать так, что, ну, вот с вашей стороны особенностей в принципе никаких нет, да, я вот слушал вас, и у меня создалось впечатление, как и, наверное, у многих наших зрителей создаться, что, в общем-то, все могут говорить и на английском, и все понимают, но это не так, потому что если мы с вами возьмем базовые бытовые ситуации, когда нам нужно обратиться к врачу, обратиться в госучреждение, зайти в аптеку, то нужно приложить достаточно большое количество усилий для того, чтобы поняли, во-первых, ваш запрос, а во-вторых, правильно на него отреагировали. Тоже общение в банках, тоже общение на почте, тоже
общение с полицейским. Я, даже изучая албанский язык на текущий момент, действительно чувствую языковой барьер, он есть, и об этом должны наши зрители знать и понимать, что тот же самый Google Translate, если мы возьмем, в 60% случаев он принесет вам коммуникационную удачу. Но если мы будем изучать албанский язык и прочитаем то, что переводит нам с русского условно на албанский Google Translate, Ага. вы поймете, что там просто набор слов абракадабра, потому что албанский язык не очень распространен, и на текущий момент не накоплено достаточно данных для того, чтобы эти переводы были достаточно для того, чтобы без дополнительных объяснений вы могли эту коммуникацию сделать успешной для себя. Поэтому, на мой взгляд, мне сложно прийти в Башкирию, объяснить, что мне нужно сделать и какие изменения внести, условно, в кадастровую карту, потому что неправильно указаны в сертификате адреса. Да, мне сложно прийти в медучреждение и получить помощь именно ту, которую нужно, потому что, да, недостаточно. И с этим мы будем и сталкиваемся, и будем сталкиваться. Те, кто приедет, мы будем сталкиваться с этим. Мы же говорим про особенности. Мне кажется, надо попробовать все-таки помочь людям подготовиться к тому, что будут сложности. Да, Да. туристические города Саранда, Влёра, Дурус, окей, да, Тирана, столица. Но на этом не заканчивается на туризме не заканчивается Албания. Если ты сюда переезжаешь жить, нужно быть готовым к тому, что будут сложности с языком, нужно быть к тому, что язык нужно будет учить. Как правильно Катя заметила, если не планировать, например, остаться, конечно, возможно, английского хватит. Я на своем опыте убедился, что в течение года, да, вам первого года, возможно, английского где-то хватит. И вашей смекалки на то, чтобы объяснить с помощью рук. Но дальше будут проблемы, и дальше нужно изучать язык. Албанский язык непростой, далеко не простой, интересный, уникальный, это правда. Его можно выучить, и это тоже правда. Но для этого нужны усилия, усидчивость, и нужно это начинать делать не так, как я, например, через год. Приезжаете и 20 минут в день уделяете, 5, 10, 20 минут в день уделяете каждый день языку, хотя бы набирайте словарный запас, мой совет. Потому что если нет словарного запаса, нет коммуникации. Да, еще важный момент же, ты работаешь с людьми, которые прибывают в Албанию, да, и ты помогаешь людям оформлять, ну, как бы рассказываешь процесс оформления документов, прочих вещей, и в этом ситуации, конечно, ты гораздо больше взаимодействуешь, скажем так, с органами государственными, чем мы с Нет. Катей. Поэтому тебе, конечно, явно он нужен куда больше, чем нам, и в этом главная особенность. То есть вот это здорово, что у нас с Катей вот один кейс, у тебя, конечно, другой, да, и тут я с тобой полностью согласен. То есть. Элементарно просто зайти в электрокомпанию для того, чтобы просто переоформить договор на себя. Можете ли вы это сделать легко и быстро? Если нет англоязычного сотрудника в офисе, нет, конечно. Я с риэлтором ходил, мне риэлтор, албанец помогал. Да. Вот, Я ходила без риэлтора это везде. не есть. Да, и в компаниях, ну, во Влёре нет с этим проблем, Миш, правда. Да. Поэтому, ну, как бы я тут, видишь, я очень субъективна в этом смысле. Ну, как бы ты не того человека спросил. Если то, что касается меня, мне как бы всегда везде везло во всех. И что Почему? касается медицины, Почему? вот я не совсем с тобой соглашусь, потому что лечащие врачи, терапевты, да, которые твои фэмили-терапевты, они все, как правило, говорят на очень хорошем английском языке. Это факт, во Влёре, правда. Другой вопрос, ребята, что наши слушатели, в основном прибывающие, у них проблемы как бы будем с объяснением на английском будут, Да, и вот тут это может быть да, вопрос, да, да, если даже нет английского, то тут сильный вопрос, конечно, на русском да, совсем плохо да, будет, очень. Так что давайте с этой еще с точки зрения смотреть. А, да. Давайте постепенно переходить на следующий пункт, который вот мы с Катей уже обсудили по поводу сервиса. Но теперь хотелось бы то, что вот, Майк, ты думаешь по поводу сервиса в Албании и, скажем так, что больше всего тебя не устраивает в плане сервиса здесь, какие основные болевые точки? Если говорить о том, к чему я привык, проживая в столице, да, там, в той же Москве и Санкт-Петербурге, это оперативная доставка, вызов такси беспроблемный,
заказ еды, возможность практически любой продукт, который тебе нужно найти в интернете, заказать его, и тебе его, в течение часа, двух, трех, максимум два-три дня, привезут, да, к этому привыкаешь очень быстро. И мой вам совет, уважаемые зрители, будьте готовы к тому, что в Албании этого нет. Нет, здесь есть доставка, ее можно заказать. И даже из других городов это работает. Вот просто для примера, в Мегатексе, да, от 2000, если делаешь шлек-заказ, то практически, всегда бесплатная доставка осуществляется и диванов, и стульев, и какой-то утвари домашней, которая тебе нужна. Но если ты обратишься, например, в другой магазин, Джуск, мой любимый пример на сегодняшний, вчерашний день. Если продукт стоит 7 тысяч лек, и тебе его нужно из Джуска в Тиране доставить в Саранду, тебе предлагают доставку за 26 тысяч лек, это около 260 евро. Я хочу понимать, что в эту золотую доставку входит. Входит ли сопровождение этого продукта постоянное в течение целого года? Навряд ли. Это просто доставка. Некоторые компании в принципе не доставляют и предлагают, а чего, вы приедете к нам в Тирану, там 3,5 часа на машине, засуньте в ваш диван в свою машину, например, Kia Rio, да, допустим, да. и потом дальше доставь его обратно. То же самое с такси. Такси работают только через WhatsApp-приложение. Практически не развит этот рынок. Не развит рынок доставки еды. Его То есть просто нет, просто да. так приехать, скачать приложение и ее заказать невозможно. Есть доставка еды, но для этого нужно знать албанский номер этой лавки конкретно, например, по заказу рыбных продуктов, и тебе доставят. И говорить по-албански Но желательно. чаще всего Лучше тебе это всего. доставят, возвращаясь к предыдущему, да. И очень много таких вещей, которые здесь на текущий момент отсутствуют. Я называю это голубыми океанами, возможностями. Вот хотите сделать этот мир лучше, приезжайте в Албанию, сделайте. Те же самые приложения банковские. Не во всех банках вы можете получить электронную квитанцию о совершенной операции. Да. Банковские приложения, Иногда опять вам же, нужно просто для того, чтобы получить подтверждение проведения платежа, прийти в банк и получить бумажную квитанцию. ужас. Зачем? Да. Зачем, скажи? Вот ты затронул тему про банки. Я думаю, банки – это отдельная сфера, которую мы вынесли на обсуждение. И плавно переходя от сервиса, наверное, перейдем в сторону банков, да? То есть вот у меня личного опыта открытия банковских счетов не очень много, вот поэтому я как бы не особо занимался этим вопросом. Но вот вы, ребят, что можете сказать на этот счет и в плане сложности открытия счетов сейчас? И как бы стоит ли вообще открывать счет в Албании, скажем так, вот в принципе, когда ты тут живешь? Есть ли большой смысл в этом? На мой взгляд, если ты живешь в Албании и планируешь жить здесь долго, да, наверное, стоит счет в леках открыть. И если ты получаешь какие-то дополнительные средства из-за рубежа, то ты можешь открыть счет в евро, в долларах, много валют, которые здесь можно открыть. Мгм. Другое дело, что особенностью банковской системы Албании является то, что вам русскоязычным счета, россиянам, вот прям конкретно россиянам открывают всего в двух банках. Это банк БКТ и Юнион Банк. В остальных банках запрет на открытие счетов для граждан России. Причем То же это, самое с гражданами Беларуси. извини, перебью, это какой-то, это запрет он прям непосредственно прям известен, настолько, что он где-то вывешен там на сайте, или это просто негласно такой запрет, который вот они сказали, мы запрещаем, и все, и как бы все просто знают. Это внутренняя директива, которая разослана по некоторым банкам, в том числе, например, возьму желтый банк с коняшками, не буду даже называть его имя, Ага. с которым у меня сейчас идет очень жесткая коммуникация. Я прошу все-таки объяснить, почему мне отказали в открытии счета, хотя у меня есть счета, но нужно было попробовать открыть в Райфайзенбанке, да, и мне отказали, причем и оператор колл-центра, и сотрудник на месте. Мне отказывали именно по национальному признаку, то есть дискриминация по национальному признаку была: вы русский, мы вам не откроем, вы россиянин, мы вам не откроем. Естественно, что официальные ответы банков, которые сейчас приходят, они только косвенно указывают на то, что это была дискриминация по национальному признаку, но мы
планируем с ребятами все-таки достучаться и получить ответ по этому поводу от Центрального банка Албании. Система работает, надо задавать вопросы, получать на них ответы и понимать, что мы можем здесь, а чего мы здесь не можем. Потому что было бы неплохо, приезжая в новую страну, понимать, какие у тебя есть ограничения. У тебя права есть С вообще, учетом точки зрения, да. тех... Ну, в принципе, да, их очень мало. Они есть. Вот, но их очень мало, поэтому, а мы говорим про особенности, поэтому будем уж валить так валить. Иногда полезно перед тем, как что-то делать, изучить обстановку. Делимся тем, что в Албании не работает. Я лишь хочу от себя добавить, что, да, во-первых, очень хочется знать перед переездом в страну вообще, возможно ли открыть счет, потому что информация постоянно меняется. И то, что сейчас вот мы говорим в нашем подкасте, может быть, через 2 дня, через неделю поменяется, может быть, вообще перестанут открывать счета. Ну, не дай бог, конечно, но вообще, может быть. Поэтому На я... текущий Говори. момент еще можно в двух банках открывать счета и проводить сделки по той же недвижимости, получать переводы из других банков. Естественно, потребуется подтверждение документальное иногда. Ну, на все операции свыше 5000 евро точно будут запрашивать документы о том, что эти средства легальные. Ага. Ну, кстати, еще одна особенность Албании. Законодательство банковское очень похоже на российское в части препятствия легализации средств, приобретенных преступным путем или направленных на поддержку терроризма. То есть 115 ФЗ в России примерно так же работает и здесь. Финмониторинг, проверки и прочее. Катя, ты встречалась с какими-то ситуациями в банках сложными для того, что, ну, вот пока живешь здесь, или все хорошо? Да, я встречалась на заре процесса, на старте процесса оформления ВНЖ. Здесь была такая коллизия, то есть при получении ВНЖ, при подаче документов, при подаче заявления, да, на получение ВНЖ, иммиграционка требует счет. Ты идешь в банк, и банк тебе отказывает в открытии этого счета именно по национальному признаку, который я тоже считаю абсолютно дискриминационным. Вот это правило, которое взяли для себя банки на вооружение не только в Албании, а вообще по всей Европе. И с этим, конечно, предстоит разбираться не на нашем уровне, но если вдруг потребуются какие-то там, ну, скажем так, групповой кейс, я бы с удовольствием в этом процессе поучаствовала. Ну, потому что все-таки наши права сейчас ущемляются очень много, и ни для кого это не секрет. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к теме банков, да, и по причине именно красного паспорта мне не открывали счета в Юнион банке, в Тирана банке, в Альфа банке и Альфа-банк, только важно помнить, что это греческий Альфа-банк. Это важный момент. греческий Альфа-банк, да, не российский, конечно же. Вот. То есть мне отказали в открытии счетов практически во всех банках. Про то, что БКТ открывает счета даже без ВНЖ, а по как бы требованию миграционных властей, требованию о наличии банковского счета для того, чтобы запустить процесс. И поэтому таким образом мне просто пришлось с иммиграционкой выяснять эту ситуацию, объяснять им, что банки мне не открывают, все банки отказали в открытии счета, и, по-моему, у меня единственный из всех вообще вновь прибывших был кейс, когда мне дали ВНЖ без банковского счета. То есть на момент получения пластиковой карты у меня не было банковского счета в Албании. Вот. То есть миграционные власти пошли навстречу. Ну, я делала ВНЖ, оформляла не сама свое, а прибегала к помощи адвоката. Вот. Поэтому, как бы, видимо, он достаточно обоснованно говорил о моей ситуации с миграционными офицерами.
И таким образом мне, в общем, выдали пластиковую карту, и открыла счет я в БКТ уже для того, чтобы оформлять ВНЖ сыну. Вот. То есть вот на этой стадии. И я была приятно удивлена. И вот то, что касается БКТ, здесь это просто, он настолько разительно отличается от формы поведения всех остальных банков, что мое вот первое впечатление о том, что ну все пропало, это вообще какой-то кошмар и трындец. Ну, если подводить итог, ПКТ я тоже похвалю, очень хороший банк, но об этом, я думаю, мы можем вообще отдельную даже Про тему, банки, где лучше всего обслуживать, про банки и вообще, где лучше всего обслуживаться, и порекомендовать нашим зрителям какой-то такой набор компаний, которые действительно хотят работать и работают, и могут дать чуть больше сервис, чем сервис, который привыкли давать в Албании в принципе. Я еще хочу сказать, я хочу что добавить, что, во-первых, нужно понимать, что деньги лучше не вкладывать все деньги в одну корзину, и лучше пробовать открывать сразу счета в нескольких банках. Ребят, то есть, приезжая в Албанию, лучше раскладать по разным счетам, разным банкам, чтобы хотя бы немножко разных, да, корзинках все лежало. Во-вторых, я не уверен, что я бы много денег вкладывал бы в албанские банки. Лучше в какой-то еще другой европейской стране, если возможно, особенно там, может быть, при Шенгене или что-то такое, открыть банк за счет европейской юрисдикции. Лучше бы я сделал это. Просто у меня опыт есть вот, в той же Венгрии открывать счет. То есть, да, там возможно сделать при некоторых условиях. Ну, так вот, я лично, да, немножко скептически отношусь к албанским банкам, но, конечно, кто не живет постоянно, безусловно, стоит пробовать открыть счет. Или, может, не стоит, может, обязательно не стоит. В защиту финансовой системы и банковской системы Албании скажу, что здесь также есть агентство по страхованию вкладов, и деньги, которые хранятся на счетах, они защищены страховками. Ну и я предлагаю обсудить особенности еще одну, это про людей, которые не торопятся, потому что я думаю, что каждый из нас встречался в бытовой жизни с срывами встреч, срывами сделок, и не только моими на прошлом эфире, но еще и с тем, что ко времени по-особенному относятся в Албании. И если албанец не опоздал на 15, 20, 30, 40 минут один день, одну неделю, это будет не албанец. Ну вот так это происходит. И ждать нашего ритма жизни столичного, как вот мы привыкли, быстро-быстро все здесь, раз, два, три, четыре, не происходит здесь все так. Просто не К работает этому, так, да. к этому привыкаешь, но к этому привыкаешь через полгода. Потому что есть люди, которые делают все быстро, но есть люди, которые могут пообещать, но при этом они не то чтобы без уважения относятся к твоему времени, а просто они немножко по-другому воспринимают свое личное время, и если есть возможность жить, они живут здесь сейчас. Будет возможность помочь, тебе помогут, но если перенос на один день, два, три, четыре встречи, сделки, выполнение Ну, вот так, обещания, да. это может происходить. Может быть, у вас по-другому, во Влёре, расскажите. В Авлере у нас очень схожий опыт примерно. И более того, хочу сказать, что это называется аваш-аваш, то есть по-албански медленно-медленно. То есть это именно даже термин у самих албанцев есть на этот счет. То есть они на этот счет, как бы они скажут, что почему ты опоздал. Они скажут, ну, извини, там вот так. И все, они даже не особо парятся на счет. Для них это вообще норма. И они, что самое главное, когда они говорят, скажем, я приду в 12, они знают, что другой человек придет в 12:30 или 40. То есть они на это уже рассчитывают. Это уже заложено в самом как бы, понимании, в своем менталитете. То есть они даже не надеются, что ты придешь в это время. Они примерно, вот, как-то примерно в этих часах хотя бы. Как-то да, такой примерно опыт у меня лично был, и я абсолютно согласен, но такое имеет место быть. А вот у тебя, Кать, схожий опыт. А я, как всегда, отличусь. Да, отличись. Собрались поговорить. Я сама себя слушаю, диву даюсь и думаю, надо же, что-то я как-то это самое. Сначала такая, сейчас я расскажу тут про недостатки, сейчас я как вообще выступлю. А, ну вот ни разу меня не подвели работники ремонтной сферы. Албанцы именно. Албанцы, да. Как это не парадоксально звучит, но то, что касается албанцев, это вообще вот. Здесь у меня никаких претензий нет. Я, ну, вот, да, не могу сказать ни о каких минусах.
Ну, наверное, только на стадии поиска квартиры, да, там было такое, когда хозяева, ну вот мы через 5, агент говорит, мы через 5 минут будем на месте, да-да-да, я сейчас подойду с ключом, все, и мы стоим, ждем, И нет. и нет, и никто вообще не приходит, вот так просто, просто передумали, и ни О, предупреждений, ничего. Да. да. Открываю маленький секрет. Катя просто обалбанилась. Катя просто привыкла к тому, как живут здесь албанцы. Да нет, нет, правда, Миш, меня не подводили ни разу, вот, а некоторые подводили, но я сказала, вот, Я ж, ребят, я же говорю, обалбанилась. Все, не слушайте ее. Привыкла, привыкла. 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 Нет, Катя сама А, иногда бывает опаздывает. Ну, стараюсь не намного, но бывает. Дорогие слушатели, я вам что хотел сказать, просто подводя это все в единую корзину, скажем так, что если вы приезжаете сюда как турист, либо как человек, который работает удаленно, который снимает квартиру, который просто живет такой простой жизнью, которая, скажем так, не имеет никаких специальных специфик, скажем так, тогда, да, скорее всего, проблем-то у вас не будет. Если вы какой-то интроверт, который сидит в квартире, ходит, пьет кофе, то есть, может быть, с электричеством проблемы какие-то вас будут напрягать, но в целом, в общем, все это будет не так сильно на вас действовать. Если же вы пытаетесь интегрироваться, покупайте квартиру, тем более открывайте бизнес, все это, соответственно, как ком нарастает, и все больше и больше вас будет задевать. Ну, как бы логично, я думаю, но просто если так подвести это все, это выглядит так. То есть, естественно, прежде чем вот вы сделаете какой-то вывод по нашему разговору, то следует в первую очередь приехать, посмотреть страну и посмотреть своими глазами на все это. Иначе вообще у вас не будет никакого представления. То, что мы сейчас рассказали, наши субъективные впечатления, в первую очередь, я думаю, ребята со мной согласятся, а как оно в реальности, вот для вас будет один взгляд на это все, у другого человека будет еще один взгляд, у третьего третий, то есть вот как-то так. Ну как, ребята, согласны со мной или нет? Мы рассуждаем так, как будто бы у нас вот у россиян огромный выбор. Просто вот куда хотите, туда и езжайте. На самом деле я бы это все перевела в другой ключ. На самом деле ситуация в настоящем мире такова, что у нас нет большого выбора, огромного. И если сравнивать опцию Албании с другими странами, в которые еще пока есть доступ для россиян, я сейчас говорю не про туризм, я сейчас говорю про насущную проблему, которая волнует нас всех, и ради которой, собственно, мы записываем все наши подкасты, потому что у Димы немножко другая ситуация, у нас с Майком одна и та же. Мы уехали, вы сами знаете, от кого и от чего. Поэтому, ну, давай будем правду, давай открыто скажем, уехали от войны. да, мы уехали от войны, мы уезжали от войны. Потому что мы там не нужны. Да, мы уже, но это тема для другого разговора, почему там мы уехали из России, да, и она как бы косвенно связана с Албанией, естественно, но мы давай будем говорить, почему мы выбрали именно Албанию, почему мы оказались здесь. Из всех тех опций, которые на тот момент предлагала, мы все приблизительно в одно время, насколько я понимаю, приобрели здесь жилье. Да, да. То есть вот я покупала квартиру конец мая, начало июня 2022 года. И я тоже. То же самое и Миша, да? Тоже приблизительно. Или ты попозже? 23-й год уже, да, наверное? Или конец 22-го? 22-й, конец. 22-й. Ну все, 22-й, короче, год, да. Вот. То есть мы приблизительно в одно время все это делали. У Димы там были свои регионы, у нас как бы с Мишей была одна причина. И если сравнивать вот субъективно и объективно Албанию с другими возможными опциями, то Албания была, то есть ее прелесть заключается в том, что, ну, про прелести мы говорили на прошлом эфире, но вот если связывать с этой ситуацией, да, то есть это была дешевая недвижимость, это легкая относительно легализация, и относительно несложные тогда на том этапе были сопутствующие какие-то, да, там услуги, там открытие счетов. Сейчас это все еще пока имеет место быть, да, ситуация там усложняется, да, жилье дорожает, да, больше требований по получению ВНЖ по ИП возникает
Но, тем не менее, Албания все еще, сравнивая с другими странами, она все еще такая достаточно серьезная опция. Независимо от того, какое у вас гражданство, какое у вас вероисповедание и какой у вас бэкграунд за плечами, если вы собираетесь в Албанию, будьте готовы к тому, что в Албании есть свои особенности, есть свои фишки, есть плюсы, есть минусы. Будьте к этому просто готовы, приезжайте в Албанию и познакомьтесь с ними сами, потому что ведь это Албания, детка. А я от себя хочу сказать, что еще ни в одной стране, где я был, не было такого, чтобы мне прям все нравилось или все было идеально. Мы говорили про Албанию просто потому, что мы знакомы с ней, а не потому, что мы, так сказать, прям дышим эти проблемы, каждый день такие ходим, и, господи, вот это все проблемы, проблемы. Нет, просто это то, что мы заметили. И то, что нам мешает, но к чему можно, наверное, адаптироваться, если вы готовы к этому адаптироваться. Просто понимаю все это. Вот. На этой интересной, радостной и позитивной ноте, мне кажется, мы можем завершать наш подкаст. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео интересное. Кстати говоря, ссылки на аккаунты ребят будут в описании. То есть можно будет сам посмотреть, нажать клик на ссылку и посмотреть, что у них там публикуется. И следующий подкаст мы обговорим... Что мы обговорим в следующем подкасте? Что мы говорим в следующем подкасте, кстати говоря? А об этом вы узнаете чуть позже, ведь это Албания, детка. Вот, вы узнаете чуть позже об этом. Так что, ребят, счастливо и пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока.